Хьюстоне, штат Техас, учитель начальной школы Калеб Шефер, как обычно, пришел утром на работу и неожиданно увидел возле дверей в школу худого черного пса. Пес сидел на коврике прямо перед дверью, смотрел на людей, с надеждой вилял хвостом, когда кто-то заходил в помещение или выходил оттуда. Шефер прошел мимо собаки и начал готовиться к уроку, но не мог перестать думать о дрожащем от холода и, вероятно, голодном псе. Он решил вернуться к дверям, но там уже прибыла служба по отлову бродячих животных, видимо, кто-то из руководства школы вызвал ее. Шефер не знал, поймали ли они эту собаку или нет, так как ее нигде не было видно, и снова вернулся в свой класс. Но на следующее утро, когда он пришел на работу, он снова увидел у дверей школы эту же собаку. И собака в этот раз обрадовалась мужчине, явно узнав его, и еще сильнее завиляла хвостом. Он был явно счастлив меня видеть. А когда я подошел к нему ближе, я сразу же увидел, в каком он плохом состоянии. Он был покрыт болячками от кожной болезни, и, наверное, ему это причиняло много страданий. Он постоянно поскуливал и ерзал. Но Шефер и в этот раз не успел помочь псу. Когда он после уроков вышел, чтобы проверить его, собаки у дверей уже не было. Но угадайте, кто снова ждал его у дверей школы на следующее утро. Снова этот же пес. На этот раз он уже просто подбежал ко мне, приветствуя меня, и тогда я решил действовать быстро. Я вернулся к своей машине на стоянку и позвал пса к себе, приманивая его своим обедом. Когда он приблизился, я просто взял его и уложил на сиденье. У Шефера было мало времени до того, как начнутся уроки, и поэтому он просто отвез собаку к себе домой и оставил там под присмотр жены, попросив ее накормить пса. После работы Шефер вернулся к себе и начал названивать разным приютам, чтобы отвезти собаку к ним. Он не мог долго держать пса, которого он назвал Клайв, у себя в квартире, так как у него уже жила одна собака, а домовладелец запрещал держать 2 собак. Но ни один из приютов почему-то не согласился брать себе собаку, и тогда Шефер сам повез Клайва в ветклинику, чтобы там осмотрели собаку и начали ее лечение. Позже Шефер создал страничку на сайте GoFundMe, чтобы собрать деньги для оплаты медицинских услуг. Ему нужно было собрать всего $1500, и он собрал $1600, то есть лечение Клайва было полностью оплачено, и даже немного осталось на несколько пачек корма. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.